Привет всем хорошим людям, друзья, добро пожаловать на канал Custom Truck. Ну что, сегодня мы продолжаем заниматься нашим погрузчиком. Все покажу. Что хотел сказать, в этой серии я планирую полностью завершить этот проект. Он будет весь сделан. Надеюсь, не останется никаких мелочевок. Обычно они, могут оставаться там мелочи, но они уже будут, я надеюсь, не принципиальны. Так что вам наиприятнейшего просмотра. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, печенье. Ну а мы начинаем работать. Друзья, мы пришли сегодня утром в гараж, и нас ожидал маленький сюрприз. А именно, у нас поплыла вот эта водительская передняя бортовая. Придется разбирать, ничего с этим не поделаешь. Параллельно в магазине купил вот такие светодиодные фонарики. Почему светодиодные? Потому что они узкие и смотрятся красиво вместе с фарами. Если ставить сюда фонарики оригинальные заводские с лампочками, которые я изначально хотел, они смотрятся просто ущербно. Они торчат за фару, и это очень некрасиво. А так светодиодные будет все-таки поприятнее и посовременнее. Вот, Леша поддержал мою идею. И поэтому устанавливаем светодиоды. Да, здесь пришлось немножко нам доработать, а именно пропилить новое отверстие для фишки. Вот, и еще фишки у нас отрезаны все, а здесь эти фонари сразу идут с фишками. Вот, возможно, у них ресурс чуть поменьше, то есть они быстрее там запотеют, сгниют, но посмотрим. Потом будет легко, ее просто взял, поменял и все. Видишь, оно не так торчит и смотрится более современнее, правда? Современнее и органичнее, да. Однозначно. Вот, так что ничего не торчит, как те торчат, прям, вообще визуально очень некрасиво. Так что, да, одели защиту на шланге вчера тоже. И сейчас, Леша уже прикрутил, ты уже прикрутил короб этот? Да. Вообще просто пушка, да? Но ты поспешил его прикручивать. Нам же здесь еще лазить, делать свет наверху. Будем копошиться. Неважно, просто что он мешать будет. Вот, так что обстановка здесь у нас тоже есть нюансик один. Не знаем, как его решить. Вот в этой части двери у нас очень сильно, видите, как дверь плотно. И нету зазора для резинки. Сейчас хотим попробовать открутить эту дверь и сдвинуть ее сюда, чтобы чуть-чуть появилось расстояние. Потому что если оденем резинку, будет очень сильно отпирать дверь, и это опасно. Может лопнуть стекло. Вот. А так нам нужно будет подсоединить вот сюда фишечки, и все будет работать. А самая неприятность это вот. Видите, повытекло масло наше. И сейчас мы немного поджали здесь болты, но все равно... Вот отсюда плывет масло. То есть где-то сальник бортовой вот здесь он не держит, к сожалению. Работа работой, друзья, но нужно отдыхать. И наверняка многие из вас, как и я, любят вечерком позалипать в онлайн-игры. Тем более, что в мире кораблей вышло интересное майское обновление. Мир кораблей – многопользовательская онлайн-игра от Леста Игры, где игроки управляют военными кораблями 13 наций и 5 классов. Эсминцы, крейсеры, линкоры, авианосцы и подводные лодки. Каждый класс имеет уникальные возможности от стремительных атак до мощных артиллерийских залпов и поддержки с воздуха. В майском обновлении появился ивент, посвященный Дню Победы. Основной режим «Оборона Заполярья» построена как интерактивная кампания про Северный флот во время Великой Отечественной войны. К событию добавили 2 линкора, «Урал», больше про точность и скорострельность, играется как снайпер, и Парижская коммуна, наоборот, про мощные, но редкие залпы. Событие больше похоже не просто на активность с наградами, а на отдельный исторический режим с акцентом на реальные операции и атмосферу. Одним словом, очень интересно и увлекательно. Всех новых игроков ждут подарки на сумму около 20 тысяч рублей. Уже после первого боя вам будет начислено 60 дней корабельного премиум аккаунта и крейсер «Богатырь» 3-го уровня со слотом в порту. А также с инвайт-кодом SUPERSTART 2026 вас ждут суперконтейнеры, ресурсы и главный подарок – немецкий премиум линкор 9 уровня «Померт». Все ссылки найдете в описании, скачивайте и отдыхайте. Пока я занимаюсь рассверливанием отверстий, Леша тут уже половинит нашу. Да половинь ты уже. Резинка вон, подожди, упала там. Я вижу такая же, как с той стороны сзади.
резинку держи. Примерно все то же самое почти. Только тут 4, а там 3 было. Угу. Сацелита. Откуда же оно течет, блин? Походу вот сальник здесь стоит, да? Ступичный, да? И с него вот так стекает. Это не эти болты держат, Лёш. Это просто ступичный сальник. Короче, надо откручивать вот эти болты, я так понимаю, и снимать всю ступицу целиком. Вместе с солнечной шестерней. Да. Откручивай, что смотреть тут. Доставать плохо, доставать. Не надо лучше. Да здесь просто сейчас ступицу снимем и все. Ничего тут страшного нет. Используем болты для того, чтобы снять вот эту солнечную шестерню. И после нее будет, я так понимаю, ступичный подшипник. На, крупни. О. Интересная конструкция, правда? Ну. Вот там подшипник. Видишь, какие втулки, типа? И не перепутаешь? Разобрали ступицу. Здесь очень много грязи, и эта грязь, по сути, убила сальник. Ну, он не убитый, он все такой аккуратненький. Он работает внешней частью своей. Но мы сейчас его пока еще не вынимали. Попробуем найти. Если он есть в наличии, то мы, конечно же, купим новый. Вот. А если нету, то... или там цена будет космическая, то мы попробуем посадить на герметик и соберем обратно. Мы ничего не потеряем, то есть, по сути. Вот. Здесь его собрать и разобрать сколько? 10 минут. Когда есть Makita, никаких проблем. Ну, заодно все помоем, очистим и будем знать, что у нас этот узел обслужен. Класс. Подсохнет. Ну, допустим, Похоже его. Да. Что? походу лучше царапнуть. Походу лягушку ставим на подушке. Бляха-муха. Пускай. Фух, чуть закинули, блин. Ну, чуть-чуть поцарапали его. Ну, не важно. Это мелочи жизни. За что? На, болты. Ну все. Вроде все открывается, все работает. Хз. Ну что еще от нее хотеть, правильно? Будет работать. Сейчас мы поставим замок, ручку и посмотрим, будет ли эта конструкция работоспособна. Ставим замок на немецкие болты. Бля, что-то тут, Леша, у нас могут быть проблемы какие-то. Так, осторожно. Двери зачиняются. Наступний припинок. Все отлично. Ложка незалежна. Что-то не то у нас, Леша. Мы установили дверь, одели резиночку. Ну, все, песня. Как в иномарке. Ну и сейчас занимаемся нашим сальником. Проблема в чем? Проблема в том, что туда набилось веревки, шпагат. И немножко повредил наш сальник. Внутренняя поверхность, где работает сам сальник, немного покрылась ржавчиной. Ну, поверхностный такой, не критичный. И мы что делаем? Мы восстанавливаем сальник. Сейчас мы укоротим пружинку. Я знаю, эта схема не совсем правильная, но
Сальник есть оригинальный, стоит он $35, не так много, но он в Минске. То есть, если его заказывать, ждать нам дня 4. Вот, это не наш способ на сегодняшний день. Мы сейчас попытаемся с Лешей восстановить сальник. Он двойного назначения, он и пыльник, и потом сальник. И мы сейчас подтянем пружинку, поправим поверхность, по которой он работает, этот сальник. И я думаю, у нас все получится. И нам не нужно будет ждать, и нам не нужно будет заказывать запчасти. Сейчас на наждаке я хочу укоротить пружинку. Сделаю, примерно на 3 мм, может, укорочу. Вот, может, на 4. И к этому времени будет готова поверхность от Леши. Да, Леш? Да. Будет готова поверхность. Там еще резинка, видишь? Ага. Не резинка, а пружинка. Уплотнительное кольцо, да? Надо достать что-то. Не, ты не достанешь-то. Достанешь, он же так и половинится. Так он и собирается, чик и все. Надо попробовать его разобрать полностью и нормально почистить вот эту поверхность. И тогда все будет работать. Возможно. И 2 резинки поджать. Да, пружинки. Ой, ладно. Сейчас будем разбирать. Надеюсь, получится. Может быть, мы зря тратим время, но мне всегда нравится восстанавливать такие вещи. И потом радоваться успеху. Мы располовинили наш сальник и восстановили вот здесь поверхность. Поджали пружинки. Сейчас соберем все и попробуем. Леша говорит, что не будет держать, потому что раковины большие. А я все равно верю в чудеса. Ну а вы прямо сейчас остановите видео и напишите в комментарии, что думаете, потечет сальник или нет. После того, как мы поджали пружинку, почистили вот эту поверхность. Да, она не суперская, но я готов рискнуть. Пишите в комментариях, а там потом посмотрим. Мы собрали переднюю ступицу, залили масло, и ждем. Будем надеяться, что все будет хорошо. Не надо паники. Пока что ничего нету, но это еще не показатель, потому что оно должно покрутиться, правильно? Но налили уровень, все. Будем проверять. Я думаю, будет держать. Возможно, со временем чуть потекет, но пока что будем надеяться, что все будет хорошо. Продолжаем ремонт погрузчика. И нам нужно установить вверху освещение и заняться наконец-таки салоном. Собирать пластик. Собирать пол. И еще тут нужно тоже мелочевку. Капот у нас согнут мимо. В общем, мелочевочка еще есть. Наконец-то мы дошли до салона. Друзья, новый ковер. Красота. Закручиваем. Также занимаемся установкой пластика. Здесь все сделано вот на таких креплениях. Крепления уже частично делаю самодельные. Леша прикручивает саморезы в пол. И нам еще нужно подсоединить вверху фонари, фары и все тому подобное. Здесь по этой двери мы все собрали. Так, резинки установили. Новые, все новые резинки. И пластик тоже вот устанавливаю потихоньку. Как вам ковер? Погрузчик будет как завод. Что там, Леша? Гнилая кабина, да? Закручивается. Вот она так всегда, друзья. Кабина гнилая, кажется. Начинаешь крутить саморезы, не вкрутить его туда. У нас кабина хорошая. Вы писали в комментариях, что вы забыли обработать кабину, но она на самом деле у нас снизу неплохая. Кабина в хорошем состоянии, то есть там не нужно ничего делать. Вот, так что огромное спасибо всем за комментарии. Обязательно пишите, я все читаю, стараюсь. Вы очень переживали тоже за наши спины, когда мы ставили коробку без тальки. Огромное всем спасибо. Мы стараемся максимально беречь здоровье, но условия, в которых мы работаем, к сожалению, не позволяют прям ходить в галстуке и ремонтировать эти машины. Масло пока что не поплыло, это хорошая новость. Так, и продолжаем сборку, друзья. Ничего здесь интересного нету. Коврик подрезали, пластик закинем, и все будет у нас красиво. Потом обязательно протрем окна, стекла и установим фары, чтобы нам уже быть уверенным, что все у нас хорошо. Поворотики эти тоже на той стороне я подключил, на этой стороне сейчас буду подключать. И ждем фишки под оригинальные вот эти МТЗовские фары. Здесь своя фишка у него, но у нас все отрезано вместе с фишками, поэтому, к сожалению,
Поэтому приходится вот так вот выживать. Друзья, у нас уже очень сильно продвинулся наш погрузчик. Лёша установил освещение минимальное. Замерили уже под балку. Собираем крышу, а именно решетку нашу. Я здесь изготавливаю вот обшивку на сиденье, чтобы аккуратно все было. И скоро уже все. Капот тоже зафиксировали здесь, резинки поставили. Не было этого ничего, чтобы он не дребезжал, все четенько. Но эту решетку позже поставим, когда установим задний свет. Вот, так что продвигаемся, и погрузчик с каждым часом преображается. Очень много это всего отнимает времени, но мы пока что еще не сдаемся, не падаем духом. Хотя уже устали от него. Попробую ножиком. Просто прелесть, а? Ну, прелесть же. Нравится. Давайте посмотрим, что здесь учудил Алексей. Это хомут. Мы немножко поменяли здесь местоположение нашей груши, потому что сейчас накроем сюда щит, и груши не будет. Еще мы забыли фильтр установить, и наверняка будет мешать эта штука. Не будет. Не будет. Хорошо. Значит, надо сейчас закинуть фильтр воздушный. И, в принципе, мы можем установить вот сюда две фары заднего освещения рабочего. Будем устанавливать вот такие. Когда-то нам, по-моему, из Бобруйска наши зрители привезли. Такие вот фарки, как раз они вот туда станут и будут достаточно мощно светить, освещая весь задний план. Также нам нужно установить еще фонарь заднего хода и крепление под рамку госномера, который я, кстати, забыл взять с собой сегодня. Ну, потихоньку продвигаемся, мелочевки еще очень много, но самое главное, что мы на финишной прямой. Работаем дальше. Фильтр стал на свое место. Молодец, завод BMW.
Молодцы завод BME, что сделали фильтр, видите, такой, который не надо постоянно грибок снимать. Вот, ну и сейчас Леша делает там отверстие под фару. Сверху он не хочет сверлить, сверлит через отверстие. Вот. Не слушается меня. Ну, посмотрим, что у него с этого выйдет. Так, ну и давайте покажу вам обшивки. Ну, тут красота получилась. Красота! Когда станет еще вот этот ящик, будет еще красивее. Но одна моя большая недоработка это качество вот этого материала. То есть здесь он будет всегда очень грязный от ног. Вот это я, конечно, не учел. Но у нас все равно нету другого материала, поэтому что есть, то есть. Вот. Возможно, переделаем потом, но я очень сильно в этом сомневаюсь. И еще одна большая проблема у нас возникла. Эта ручка начала упираться в вот эту панель. Здесь, видимо, с завода какая-то выемка должна быть или что-то еще. Но факт остается фактом. Я не могу здесь... нужно что-то делать. Не могу закрыть дверь. Потому как ручка, видите, упиралась у нас. Но я сейчас вырезал все. И теперь дверь закрывается. Но нужно что-то с этим делать. Это первое, что видно сразу отсюда. И нужно обязательно заделать. Так что сейчас будем заниматься этим. Друзья, погрузчик преображается. Смотрите, какая красота. Леша моет стекла, я подключаю фары уже ближний, дальний. Наверху балка подключена, фонарики. Естественно, мы вам все покажем, но на улице у нас снег и метель. Так что зима снова приходит. Как раз будем чистить снег нашим погрузчиком. Сальник пока еще не поплыл. Так что такие новости. Панель я сделал не супер красиво, ну вот в таком виде будет у нас такое углубление типа. Там сделана сетка и заклеена внутри вот этим материалом, с которого сделаны обшивки. Леш, как там у тебя дела? Потихоньку, последнее окно. Ах, красота будет! Когда мы еще здесь пройдемся полиролькой, ну это будет новый погрузчик. Я думаю, он достоин установки магнитолы, Леш, он достоин. Да. Надо будет нам сделать это. Я вообще в шоке, какой он получился классный, как новенький. Да, он у нас получился просто как новый погрузчик. Это удивительно. Эх, красавец. Немного масляное пятно на колесе портит картину, но тем не менее выглядит все красиво. Но мы еще его не закончили, естественно. Продолжаем работать. Работы много, нам еще нужно его обслужить, нам нужно поменять масло, нам нужно поменять руль. В общем, будем еще работать. Но снег бушует. Стихия такая своеобразная. К сожалению, в нашем гараже без токарных работ не обойтись, друзья. Мы решили переставить руль по вашим многочисленным просьбам. Да, он будет не оригинальный, но он будет гораздо круче оригинального. Вот, поэтому переделываем сейчас вот этот центральный болт МТЗшный. Кто знает, кто в теме, он знает. Ну, а руль у нас будет стоять вот такой красавец. Смотрите. Кто узнает, если вдруг узнаете этот руль, обязательно напишите. Мне будет очень интересно, догадаетесь вы, от чего это руль или нет. Это не просто руль, это руль с серьезной историей. Вот, так что жду в комментариях бывалых подписчиков. Сейчас сюда приварим гаечку, и вот так вот будет закручиваться наш руль. Вот этим вот болтом. Это стандартная МТЗшная система. Ничего здесь необычного нету. Сейчас сварщик с многолетним стажем покажет свой профессионализм. Она улетит, Леш. Вот такое качество будет ходить. Мы прошлись полиролью внутри, погрузчик просто преображается на глазах. Сейчас устанавливаем динамики, магнитолы у нас пока нет, но купим недорогую какую-нибудь, найдем. Сейчас этого барахла хватает. Вот, ну и красота. Что нам осталось на самом деле до полного завершения этого проекта? Это подсоединить печку, кинуть 2 шланга. Не проблема, потому что у нас выходы все есть. Чисто просто 2 шланга кинуть. Потом, чуть попозже, 30 числа приедет... Леш, что приедет 30 числа? Радиатор. Радиатор на гидравлику. Очень важный момент.
установим радиатор на гидравлику и заменим все масла в мостах и в моторе. Вот это нам предстоит. Но это чуть позже. Как только запчасти дождемся, так сразу будем все это делать. Ну а сейчас минимальные нам остались здесь. Вот динамики прикрутим и, в принципе, запустим мотор, выедем здесь, попробуем, проедемся, посмотрим, как он будет смотреться на улице обязательно. Давайте покажу вам салон. У нас здесь несколько нововведений. Вот такой руль у нас. Руль профессиональный. Приборка вся сияет. Динамики стоят. В общем, красота. Но сейчас я совсем забыл вам показать нашу светотехнику. То, как она работает, как она светит. Леша, включай. Ой, Леши нету. Так. Опа. Верю. Офигеть. Дальше. Так включил бы уже габариты нам посмотреть. Давай сзади. Работает. Ну, вам камера не передает. Свет приятный. Я думаю, будет эффективный. Ну, а сейчас давай габаритики. Вау. Так, да. Все работает. И свет тоже. Ближний, дальний. Аварийка. Но аварийка работает вот так, потому что не видит сигнала, к сожалению. Но ничего страшного. Все, огонь. Ну, давай, Леш, пробуй заводить. Будем выезжать. Стоит он, месяц точно. Мы подкачали немного, там грушей переделывали систему. Но будем надеяться, запустится. Давай. Ну, уходит топливо. Все, пусть поработает, нагреется масло. Будем выезжать. Ну, не верится, друзья, что проект готов. И действительно можно официально заявить, что проект готов. И, наверное, пожалуй, это наш такой первый проект, который прям с начала и сразу до финиша. Наш красавец выезжает. Конечно. Очень красиво смотрится. Вообще красавец. Нужно кардан покрасить, некрасиво смотрится, зараза. Ой, ну прям прелесть. Опа. Ну как едет? Нормально. Какой красавец. Мы не расклеили еще, смотри, там шланги. Здесь внутри тоже у нас подсветочка, все работает. Класс. Ну, мне нравится, друзья. Интересный он, то есть на нем можно и прокатиться. И самое главное, что благодаря дверям он сейчас и достаточно комфортный. То есть не шумно, ничего. Вот такой аппарат. Взад, вперед, все, индикации работают, все как надо. Ну, это успех. Это успех. Уже хочется куда-нибудь на нем поехать, что-то поделать. Но нам нужно будет вывести металлолом. Возможно, мы это и сделаем. Вот, одним словом, это успех. Я не знаю, как передать свои эмоции. Столько мы потратили время на это все. Но результат всегда радует. И
ты глубоко-глубоко в душе тоже радуешься очень-очень за то, что все получилось. Хотя изначально казалось просто тупик. Ну, сейчас все нормально. Сейчас ждем остатки запчастей, которые нам придут. Радиатор. Поменяем масла, обслужим. И у нас будет полноценный и готовый погрузчик. Ну, наконец-то, друзья, к нам приехало масло. Доставщика зовут Дима. Дима, привет. Что ты нам там доставил? Доставил масло. Масло? Правильно, масло. Целых 100 литров. Ха-ха-ха, круто. Так, и самое главное, радиатор, друзья. Алюминиевый радиатор. Я не уверен, станет ли он нам, но искренне надеюсь, что он подойдет. Запускаем наш погрузчик и будем его сейчас загонять на яму, ремонтировать. Здесь у нас стоит Зилотах, весь выкрашен, красавец. Если не смотрели с ним серию, вот аппарат. Если не смотрели серию с Зилком, то обязательно заходите на канал, смотрите, она вышла в прошлое воскресенье. Но мы сейчас установим радиатор и поменяем масло в гидросистеме. Вот такое у нас сейчас задание. Все, сливаем масло. Загнали погрузчик задом. Сначала хотели передом, но потом поняли, что мы, не залазим сюда с ковшом. Вот, слилось целый таз масла. Вот там еще остатки. И сейчас мы будем сливать тоже с цилиндров, открутим. Пусть стекает. Да, немножко выможем наш погрузчик, но зато максимально поменяем маслица. Вот, поэтому залазим под низ, откручиваем с цилиндров, сливаем максимальное количество масла. Сколько сможем, столько сольем. Слили масло с цилиндров, тоже здесь с передних. И сейчас хотим поменять масло в моторе и в мостах. С мостов тоже сливаем. Все пробочки, все на месте, все четенько. По маслу. Книги для погрузчика Амкадор, не для нашего погрузчика, но для погрузчика Амкадор со схожей трансмиссией указано 32 масло. HVLP 32. Поэтому именно такое мы будем заливать. Оно считается как бы типа жиденькое такое, но возможно именно для этого, чтобы насос работал эффективно, чтобы не тяжело было качать. Ну, коль написано заводом, значит заводом. В мотор будем заливать стандартное масло для автотракторных двигателей. Беларуснефтевское проверенное масло. М10Г2. Так что погрузчик скоро уже вот-вот будет полностью обслужен по маслу. Это важно. Сливаем масло с мотора. С гидравлики уже все стекло. Полный таз. Я не знаю, сколько он литров, но давай, Леш, ты справишься. Надеюсь, оно не хернет сейчас туда, мимо твоей канистры. О, как и чувствовал. А сейчас за шиворот тебе начнет литься. Не, ну сейчас успокоится. Ага, пускай и туда вперед. О, давай, Леш. Ну ладно, пока что справился. Просто нету пробки, вот. Видите, на канистре. И он рискует за шиворот все себе вылить. Вот так погрузчик наш выглядит снизу. Все аккуратно, красиво. Все. Сейчас раскрутим центрифугу, тоже почистим. И будем заливать свеженькое маслице. Налет на центрифуге минимальный. И это очень странно. Ну да, тут буквально где-то сколько? 2 миллиметра, не больше. Ну, вот такой вот. Да. Обычно здесь дёготь, на наших проектах по сантиметру. Но масло очень черное. Опять без токарных работ нам никак. Изготовил вот такой штуцер, потому что нам нужно сделать переходник для радиатора охлаждения масла.
Леша вымывает центрифугу. Юра там меняет масло в двух мостах, в переднем и заднем. Ну, а я сейчас изготавливаю вот переходники, потому что радиатор у нас здесь 25-ка, а у нас 20-ка. Делаю просто переходнички, чтобы все было красиво. Вот у нас будет один выход вот здесь, второй там. Радиатор уже закрепили, все четко стоит. Осталось только собрать всю эту систему, залить масло, и можно будет тестить. Перед этим, конечно же, зальем масло в мотор, тоже свеженькое, и погрузчик будет обслужен. Вот такие две трубки я изготовил, и сейчас будем их устанавливать. Вот такой переход у нас получается на радиатор. Но, я думаю, будет работать. Давления здесь нету, все будет четко. Леша заливает масло в мотор. Мы установили наш радиатор. Полностью все патрубки, но Юра заливает гидравлику. Свежее масло. О, чуть попал, да? Жиденькое. Да, это очень дорого, но это надо сделать, потому что наш погрузчик не прощает ошибок с плохим маслом и некачественным. Радиатор тоже установили, все аккуратно у нас вышло здесь. Будет охлаждаться. И не знаю, насколько это будет эффективно, но это китайский радиатор, нужно понимать. Посмотрим. Если вдруг он потечет, то тогда будем думать что-то другое. Но альтернатив я ему пока что не нашел. Если у вас, друзья, есть альтернатива, вы мне подскажите, чтобы он сюда становился по размерам. Может, у кого-то валяется оригинальный радиатор. Это было бы круто. Так, сейчас заливаем маслица. Леша заливает мотор. И будем пробовать запускать. Ну и практически финишная прямая у нас по погрузчику. Ну вот еще амортизаторы я заказал, но мы не успеем их уже установить. Вместо этой палки деревянной. Точнее, это щетка. Вот, но скоро придут и потом доделаем, до усовершенствуем. Еще нам нужны амортизаторы на дверь. Госномер, друзья. Он тоже достался нам нелегко. Леша там устанавливает магнитолу. Мы залили все масла. Сейчас запустим мотор, попробуем гидравлику, все поднимем. Проверим уровень. И тогда будет понятно, что у нас все в порядке. Если, конечно, все в порядке. Ну, красота. Леш, тебе долго там еще? Не очень. Давай, хорошо. Доливать. Давай, 20-ку еще доливаем. Так, все, тестируем магнитолу. Работает. У нас, правда, нету флешки, к сожалению. Вот, поэтому не можем проверить качество звука. Но, судя по стоимости магнитолы, звук будет просто бомба. Вот, это не точно. Все, ставим щит сзади и выгоняем погрузчик на улицу. Ну вот и еще один, друзья, проект выехал из гаража Custom Truck. Красавец! Я думаю, теперь он нас будет радовать. Не забывайте подписываться, впереди нас ждет еще много проектов. Вот, и не забывайте, конечно же, поставить лайк. Вам всем только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока. Всем пока. Не слышат, уже оглохли.